И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик PS. Хайп-трейн запущен, ведь чемпионат мира уже стартовал, и почему бы не сделать соответствующий ролик на эту тему. Новости новостями, но все же порой приходится отвлекаться и на подобный развлекательный контент, а поэтому предлагаю сегодняшнего дня начать прохождение чемпионата мира 2022 года в 21 части Pro Evolution Soccer. Конечно, я бы мог начать проходить соответствующий ивент в eFootball, но поскольку там нет никакой отличительной графики, даже малейшего намека на нее, поэтому предлагаю проходить этот турнир в 21 части PES с полной аутентичной графикой и всеми необходимыми стадионами. Скажем так, чтобы было по-настоящему красиво и реалистично, настолько, насколько это возможно. Ну а перед началом я напоминаю, что было бы неплохо подписаться на канал, если вы находитесь здесь впервые. Обязательно поддержите это видео своими лайками и комментариями. Ну и давайте не будем долго затягивать и приступим к созданию соответствующего сейва. На своих экранах вы наблюдаете наши настройки, а именно настройки турнира, число игроков 1, сложность игры звезда футбола и длительность матча пускай будет 9 минут. Скажем так, наиболее оптимальная. Не слишком долго, но и не слишком быстро. Как вы уже могли догадаться из названия этого ролика, ну и соответствующей превьюхи, начинаем мы это прохождение за сборную Бразилии, одного из фаворитов данного мундиаля. Почему-то именно к бразильцам я испытываю чуть больше симпатий, нежели чем к тем же аргентинцам, которых тоже называют фаворитами. Но как бы то ни было, лично мне будет интереснее привести Бразилию к чемпионству, нежели аргентинцев. Ну а из европейских команд я особо фаворитов не наблюдаю. Итак, пока я тут с вами общаюсь, уже вам доступны, скажем так, группы в рамках группового этапа, только они не настоящие. Поэтому ненадолго мы с вами прервемся, чтобы я сделал реальные группы. Итак, для вас прошло всего ничего, а для меня прошло около 10 минут, пока я собирал все эти сборные в их необходимые группы. И, скажем так, у нас теперь наиболее актуальный состав участников, за исключением одной позиции, а в частности сборной Канады. К сожалению, в игре ее у меня нет, поэтому я поставил сборную Италии. Ту самую сборную, которая не вышла на мундиаль и которую хотелось бы видеть больше всего, как по мне. Ну а все же остальные позиции наиболее реальные и соответствуют своим реальным аналогам. Итак, игра показывает, что первый матч в рамках группового этапа у нас будет против сборной Сербии. Интересный соперник и один из фаворитов на выход из группы, поэтому матч обещает быть очень даже интересным. Ну и давайте приступим к настройке нашего состава. Играем мы по схеме 4-3-3, пока я не буду менять расстановку, посмотрим, что из себя представляет эта стандартная схема. Правда, немного смущает скудный состав полузащитников, то есть тут либо опорники, либо атакующие полузащитники. Чистых центральных полузащитников здесь, по сути, ну, один, получается, Фред. Но посмотрим, вроде бы все не так плохо. Кстати, должен сообщить, что состав здесь тоже не совсем актуальный. Например, присутствует Бобби Фермино, который на реальный чемпионат мира не поехал, но надеюсь, что вас это не сильно смущает. Сразу скажу, что я не знаю, почему у этого стадиона такое цветовое оформление, которое отсылает несколько к какому-то ретро-стилю, не знаю. Это особенности вот конкретного стадиона, а не моей игры, поэтому надеюсь, что также не помешает вашему восприятию. Стоит отметить, что сербы неплохо катают мяч, по сути нам ничего не удается сделать, даже банально перехватить мяч. И вот одна из атак сборной Сербии, удается перехватить мяч, но ненадолго, и Йович тут сыграл на подхвате. К сожалению, никто не держал нападающего сборной Сербии, и ребята открывают счет уже на 9-й минуте игры. Не самый благоприятный исход для нас, конечно, но не будем вешать нос раньше времени. Неплохой момент у Эвертона по флангу и неточная передача на Данила. Почему он не мог отдать пяточкой, я не понимаю. И сборная Сербии опять начинает заниматься тем, чем занималась до этого, а именно катает мяч на своей половине поля, и тем не менее перехватываем мяч, момент у Неймара, и здесь нужно забивать Неймара, и ой-ой-ой-ой-ой. Я прям на мгновение испугался, что он не забьет, потому что этот полуолимпийский гол с отскоком от штанги, он меня прям конкретно так застал врасплох. Но, тем не менее, сравниваем счет на 29-й минуте игры, немножко мы с этим припозднились, но лучше поздно, чем никогда, согласитесь. Итак, близится к завершению первый тайм, пока что не удается ничего создать у ворот соперника, потому что сербы быстро садятся в оборону, и тем не менее пытаемся идти через фланг. С мячом Ренан Лоди, передача на Неймара, Фред перед штрафной, и неудачная передача от нашего полузащитника, он проигрывает борьбу сербу, и следует контратака. Пока все еще мяч у сербов. Ну, на самом деле, им намного проще контролировать мяч, нежели нам, потому что они вот как-то захватили эту инициативу. И вот такой вот интересный пас по флангу. Здесь Лука Йович на подхвате, и тем не менее, его бывший партнер Эдер Милитао успевает перехватить мяч.
Отлично возможность, чтобы поймать сербов на контре, потому что только так и приходится их атаковать. И неплохая здесь позиция открывается у Винисиуса Джуниора. Можно отдать чуть левее, но каким-то образом он решил отдать передачу на Габриэла Жезуса. И не очень точно. Еще и Ренан Лоди теряет мяч на фланге. Он точно бразилец? Верховая борьба за нами и мяч у Фреда. Неплохо он здесь разобрался с сербами, пришлось им столкнуться лбами друг с другом, и пока что сохраняя мяч, хотя вот Лукас Пакета обесценил сейчас этот небольшой финт Фреда и контратак со стороны сборной Сербии. Неплохо они выходят почти что 3 в 1, но тут успеваем подсесть и захлебывается атака у сборной Сербии. Мог быть выпад очень опасным, но сборной немножко не повезло. Теперь пришло время для нашей контратаки, неплохо здесь перепасовываются Винисиус и Габриэл Жезус, но теряет нападающий мяч. Ну что, завершается первый матч в рамках группового этапа. Завершается он голевой ничьей со счетом 1-1. Я думаю, что результат более чем закономерный. То есть даже сербы могли выйти вперед, но благо мы сыграли более-менее надежно в обороне после пропущенного мяча. Хотя нам все же стоит задуматься над игрой в атаке, потому что всего лишь 2 удара за 90 минут, это на самом деле крайне скромно. Наша группа после первых матчей выглядит следующим образом. У нас Сербия по 1 очку, и швейцарцы успели обыграть Камерун в 2 мяча и выйти на первую строчку. А второй матч у нас как раз таки с лидерами нашей группы, а именно со швейцарцами. И вот уже в матче с ними я хочу попробовать немного иную расстановку. Скажем так, сыграть чуть с более атакующей схемой, нежели до этого. Хотя 4-3-3 это тоже вполне атакующая схема. Вся разница будет лишь в том, что у нас будет теперь 4 атакующих игрока впереди, нежели было до этого. То есть вместо 3 теперь 4. И 2 полузащитников. А так, в принципе, помимо расстановки поменяем парочку игроков на поле, и, в принципе, мы готовы к матчу. Ну, кстати, уже с этим стадионом все не так плохо, и цветовое оформление уже больше похоже на настоящее, а не какое-то там отсылающееся к ретро, что, несомненно, радует, конечно же. Контрвыпад со стороны сборной Швейцарии, пока что перепасовываются, и не дайте ему пробить поворотом! Типичная ситуация в 21-й песке, когда нападающий принимает мяч перед воротами, разворачивается и просто расстреливает вратаря. Слава богу, успели здесь накрыть мяч. Еще одна неспешная атака сборной Швейцарии, и следует подача в штрафную, но, к счастью для нас, нападающий сборной Швейцарии, по-моему, это был Эмболо, пробивает мимо. И еще один момент у наших ворот, и он уже намного опаснее, чем предыдущий, потому что удар из-за штрафной был очень даже ничего, но благо Эндерсон спасает наши ворота, и будет угловой удар. Следует подача в штрафную, и кто же будет первым на мяче? И первым на мяче оказался кто-то из наших. Пора бы и нам уже сделать хоть что-то у ворот соперника, скажем так, показать, что мы тоже присутствуем на поле. И пока вроде неплохо удалось нам перепасоваться перед штрафной соперника, хотя до чего-то конкретного пока у нас ничего не доходит. Остается только перепасовываться. Вот попытаемся подать штрафную, но Данила, как всегда, скорее попадает в соперника, нежели подает в штрафную. Тем не менее, мяч все еще у нас, пока что никто нам не мешает перекатывать его перед штрафной и швейцарцев. Неплохое движение от Винисиуса, Александра, неплохо здесь открывается Винисиус, и если пробить, это даже не в створ ворот. Хотя, безусловно, момент опасный. Итак, завершился первый тайм, и у нас все еще на табло по нулям, поэтому я думаю о том, чтобы немного изменить нашу расстановку, опять же сделать ее еще более атакующей, нежели ранее. Теперь у нас будет центральный форвард и оттянутый форвард, и еще плюс к ним атакующий полузащитник. То есть мы будем играть без чистого центрального полузащитника. Что-то интересное и перспективное у нас здесь вырисовывается. Смещаемся в центр, и неплохо здесь Эвертон находит Винисиуса. И Винисиус слишком переборщил с ударом. Отличная была позиция у Винисиуса, но пробивает то ли не точно, то ли слишком сильно, а может быть и то, и другое. Неточная передача в центре, и тут же следует контратак со стороны наших соперников. И как же он проскакивает между двумя защитниками, и они просто сопровождают его, и опасный момент, удар поворотом, но Эндерсон переводит мяч в сторону. Крайне опасный был момент у наших соперников, и если бы не вратарь, все бы могло закончиться куда хуже, но, слава богу, счет остается прежним. Опять же, катая мяч через центр, неплохо выходим на штрафную соперников. И хорошо открывается здесь Жезус, по-моему, если я не ошибаюсь. Но, к сожалению, передачи не проходит. Успевают швейцарцы закрыть свободные зоны, и мы, к сожалению, не успеваем ворваться в штрафную. Хотя, опять же, катать катаем, но чего-то не хватает.
И подходит к концу еще один матч в рамках группового этапа, и вновь он заканчивается ничьей, на этот раз уже без забитых мячей. В принципе, по статистике мы уже создали куда больше моментов, нежели в прошлом матче. Жалко, что удары не пришли в створ, в отличие от наших соперников. Но, как вы уже могли заметить, для нас продвижение по турниру на самом деле приходится намного тяжелее. Результаты других матчей вы также наблюдаете на своих экранах, и наше турнирное положение после второго игрового дня выглядит следующим образом. Мы занимаем вторую строчку на пару с сербами, имея по 2 очка. Ну а у швейцарцев после этих двух матчей целых 4 очка, то есть 1 победа и 1 ничья. И закончим мы эту серию последним матчем в рамках группового этапа, так сказать, все или ничего, пан или пропал. Если мы проигрываем, то в принципе на этом наша серия роликов и подойдет к концу. Если же мы выигрываем, будет здорово, и эта серия роликов, она продлится как минимум еще на 1 серию. В принципе, в матче против Камеруна нам уже терять нечего, поэтому повторим нашу предыдущую расстановку из предыдущего матча с 4 нападающими, 2 на флангах и 2 впереди. 1 атакующий полузащитник и опорник. И вот таким вот составом мы выйдем на этот матч. Ну нельзя же так неточно играть на своей-то половине поля, Алекс, и мяч снова у камерунцев. Почти удается перехватить, но пролетает у нас Александр опять мимо соперника, и момент у ворот, и Камерун открывает счет. Открывает счет, и наша задача становится несколько сложнее. Вот так вот здорово начинаем последний матч в рамках группового этапа, и опять же, я повторюсь, задача для нас несколько усложняется. Пытаемся начать атаку через правый фланг, и неплохая передача Данила на Роберто Фермино. Неплохо он прорывается через защитников, если сделать пас в центр, но защита накрывает нашего игрока и не успевает передача дойти до адресата. Прессингуем соперников и вынуждаем выбить в аут. Обожаю такой прессинг, и как вы заметили по первому матчу, он все-таки, приносит свои плоды. Правда, пока что нам все еще ничего не удается создать у ворот Камеруна, и продолжаем стучаться в чужие ворота. Получает Ришарлисон мяч перед чужими воротами и неплохо отыгрывается с Винисиусом, который забегает. И передача на Роберто Фермино, и Бобби Фермино все-таки забивает столь необходимый мяч. Сравниваем счет на 30-й минуте игры, и для нас еще не все кончено. И вот этот парень не поехал на настоящий чемпионат мира. Как же вот мне все-таки жалко вот конкретно за Роберто Фермино, вот прям очень жалко. Хотя бы в виртуальном чемпионате мира, но все-таки он отличился забитым мячом. 1-1. Габриэль Барбоса, и неплохая передача на Винисиуса, который опять вырывается в штрафную, но его удар накрывают защитники Камеруна. Хотя, опять же, неплохо открылся Винисиус, вновь создает опасный момент у ворот соперника. Неплохая скидочка, но Роберто Фермино тут уже не дотянулся, к сожалению, и упускаем шанс за шансом. На этот раз Камерун ошибается на своей половине поля, и Винисиус тут как тут. Передача на Габриэля, и вырывается неплохо здесь Ришарлисон, и это 1-2, друзья. Выходим вперед в начале второго тайма. Шикарно Габриэль Барбоса нашел Ришарлисона в штрафной, ну и нападающему осталось только замкнуть, что он в принципе и сделал. Это 1-2. Несмотря на большое скопление игроков на нашей половине поля, тем не менее Камеруну удается катать мяч, вообще так непринужденно, и неплохой момент возникает, удар, но он накрывает кто-то из защитников удар из игроков Камеруна, и, слава богу, мяч дошел до Алисона уже намного медленнее, чем планировалось. Скидывает Лукас Пакета мяч на Бобби Фермино. Отыгрывается он с Ришарлисоном. Неплохо здесь забегает Александр. Наносит удар. И на добивании Эвертон. Один из Эвертонов замыкает все-таки мяч в ворота. Дело пахнет уже разгромом. И счет становится 1-3 к 82-й минуте матча. Да, мы немножко припозднились, но в целом игра раскрылась именно во втором тайме. И отличная возможность, чтобы выбежать в контратаку с мячом Эвертон. Пока что не встречает сопротивления и делает передачу на другого Эвертона. Играем 3 в 2. Скидочка обратно, и можно здесь пробить Эвертон. И прям точнёшенько в уголочек. Это 1-4, друзья. Но это уже все. Это точно гвоздь в крышку гроба. Как мы раскатали. Вот это идеальная контратака. Просто, если бы все забитые мячи были такими же красивыми, такими же, я не знаю, комбинационными, это было бы еще лучше. Но что имеем? Счет на табло 1-4. И, скажем так, теперь все зависит от наших соперников. И, судя по празднующей катсцене, нам все-таки удалось оформить выход из группы в последнем матче группового этапа, хотя, опять же, шансы были 50 на 50. У нас были шансы как вылететь с турнира, так и пройти дальше. И, судя по всему, кто-то из наших ближайших соперников сделал все правильно.
Ну и статистика. В принципе, по ней все понятно, что к последнему матчу мы все-таки нащупали свою игру, свою тактику, свою схему, поэтому надеемся, что уже в плей-офф продолжим также ударно играть. И результаты заключительных матчей группового этапа вы также наблюдаете на своих экранах. В принципе, не без сюрпризов, чего только стоит Италия с Марокко. Ну и в принципе, как-то так. Таблица после заключительного матча группового этапа выглядит следующим образом. Швейцарцы в последний момент скатились со своей первой строчки, проиграв сборной Сербии. Ну и мы с Сербией, имея по 5 очков, мы на первом месте, а они располагаются на втором. И в целом выходим со своей группы G. В принципе, результат более чем закономерный и отчасти справедливый. Согласны ли вы с ним? Пишите в комментариях. Итак, судьба нам благоволит, и по жеребьевке нам достается в первом раунде плей-офф Республика Корея, а если быть точным, то Южная Корея, во главе с Сон Хэн Мином. Остальная же сетка выглядит следующим образом. Если мы побеждаем, то можем сыграть либо с Марокко, либо со сборной Германии. В принципе, после матча с Италией я в Марокко верю. Ну а чуть выше нас Дания, Аргентина и Уэльс с Нидерландами. В принципе, у всех сборных равные шансы, поэтому загадывать наперед не будем. И на этом наша первая серия прохождения чемпионата мира в Катаре подходит к своему завершению. Я надеюсь, что вам понравилось наблюдать за этими матчами, хотя голов было достаточно маловато, мы забивались только к концу этой серии, но опять же, в который раз повторяю, лучше поздно, чем никогда. И совсем уж с нулем или единичкой в графе забитых мячей мы из группы все-таки не вышли, и слава богу. Пишите свои прогнозы на следующий матч в комментариях касаемо матча с Южной Кореей, как вы думаете, как закончится этот матч, и кто нам в потенциале может достаться в следующем раунде плей-офф. Если вы все еще не поддержали это видео своими лайками, то не забудьте это сделать, это крайне важно. Ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Услышимся уже очень и очень скоро, поэтому я с вами не прощаюсь.